доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Надеюсь, они вам понравятся. Ожидаю от вас реакцию в виде лайка, комментарии, подписки. И, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А моим постоянным зрителям, моим подписчикам отдельное привет и спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши предложения. Очень-очень-очень приятно. Я к вам с новым узорчиком. Это ниточки Yarnart Jeans. С такими ниточками мы уже работали. Я показывала узорчики, да. Это хлопок с полиакрилом, то есть пополам, видите, да. И тут, получается, нам советует производитель брать крючок 3,5. Вот, мы берем 3,5. Кому интересен цвет вот такой вот, да, пудра такая, да, это цвет 83. Ну что, свяжем? Давайте начнем вот именно с этого цвета. И как вы уже знаете, да, я набираю небольшое количество петелек, буквально в районе 30. Сегодня мы с вами будем набирать 31 петельку. Так, все как всегда, как обычно, как в предыдущих видео. Набираем сначала фиксирующую вот эту петельку делаем, а потом 31 петля. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Есть. Вот он, наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше мы набираем одну воздушную петельку и во вторую петельку от крючка, 1, 2, во вторую, мы делаем столбик без накида. Есть. Дальше в следующую петельку опять столбик без накида. Есть. И до конца ряда столбики без накида ровно столько столбиков, сколько вы набирали изначально количество петелек. То есть в моем случае, если 31 петелька, у меня будет 31 столбик без накида. Если у вас больше или меньше, смотрите, чтобы у вас не убежало ни вперед, не уменьшилось. Угу. Все, вот таким вот образом отрабатываем навык вязания столбика без накида. Довязываем до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали мы самый начальный ряд, да, вот такой вот змейку называется. Что делаем дальше? Дальше 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь провязываем 5 столбиков с накидом. В каждую петельку. 1, накид, ввели крючок, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Так. Это уже 3-й столбик, 4-й столбик и 5-й столбик. Так, вот 5 столбиков. Что делаем дальше? Воздушная петля, снизу пропускаем 1 столбик, так, и в следующий вяжем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Есть. Опять 1 воздушная петелька, пропускаем столбик 1 и продолжаем точно так вязать опять еще 5 столбиков и так далее до конца ряда. Понятно, да? Здесь получается у нас изначально будет 6 столбиков, потому что будет 1 кромочная, а так получается узор 5 столбиков, воздушная петля, 5 столбиков, воздушная петля, дальше будет 5 столбиков, воздушная петля, и тут уже закончите, когда опять у вас будет 6 столбиков. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно, там я вас встречу. Так, смотрите, провязали практически до конца. Тут у нас получилось 6 столбиков, 5, 5, 5 и 6 столбиков, потому что здесь последний вот этот столбик, он у нас будет такой, скажем, кромочный. Так, дальше что делаем? Воздушная петля, поворот, сюда же столбик без накида. И дальше опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля, помните, да? Здесь будем делать воздушную петельку. И опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5.
Опять воздушная петелька. Пропустили, да, получается, эту нашу арочку. И опять 5 столбиков без накида. Понятно? Все то же самое повторяем. 5 пропустили одну воздушную петельку, 5 воздушная петелька, 5 воздушная петелька. И здесь у нас будет 6. Угу. И в конце я вас встречу. Давайте. Итак, смотрите, провязали практически до конца, да? Практически почему? Потому что здесь я последний столбик провязала не полностью, я буду присоединять новую ниточку. Вы можете присоединять, вы можете не присоединять, то есть как угодно. Новичкам показываю, как вводится новая ниточка. Последние петельки столбика, 2 петельки, провязываем новой ниточкой, и по узору идут 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Провязываем их сразу же. Подтянули эту нашу пудру, подтянули беленькую, все, зафиксировали, поворот. Далее провязываем следующий столбик, вот этот вот провязываем как столбик с накидом, но не полностью. Раз. И у нас остается 2 петельки на крючке. Что мы делаем? Мы делаем 2 накида и считаем. Вот у нас получается 5 столбиков, да? Вот 5. Мы первый самый кромочный не считаем. 1, 2, 3. В третий столбик мы опускаемся именно к столбику с накидом. Вводим крючок сзади наперед, чтобы у нас, получается, столбик был перед крючком. Протягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2 петельки, стоп. И когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. 1 и все. Дальше следующие 3 столбика, вот 3 столбика за нашу пудру, да, беремся, провязываем обычными столбиками. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Так. Дальше, смотрите, делаем 2 накида опять, опускаемся к нашему столбику, за который мы цеплялись первый раз белой ниточкой. Так. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки и стоп. И дальше, когда мы будем провязывать последний столбик, провязываем тоже не полностью. И вот у нас осталось 3 петли, теперь мы все вместе провязываем. Понятно? Вот такая вот интересная будет у нас рогаточка. Что делаем дальше? Воздушная петелька, накид, вот эту вот арочку из воздушной петельки пропускаем. И там, где столбик, провязываем столбик с накидом не полностью. То есть мы повторяем первую нашу вот эту рогатку. 2 накида, считаем 1, 2, 3, к третьему столбику опускаемся, именно столбику с накидом. Вводим крючок сзади наперед, захватываем ниточку и провязываем по 2 петельки. 1, 2, стоп. И когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Хоп. Угу. Накид. И далее на нашей пудре вот этот вот провязываем 3 столбика, обычных столбика с накидом. 1, 2, 3. А теперь 2 накида. Так. И опускаемся к нашей вот этой вот первой ножке нашей рогатки. Протягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. И когда 2 петельки остаются, мы говорим стоп. Накид. И следующий последний столбик провязываем как обычный столбик, но тоже не полностью. 1, 3 остались петельки, и их провязываем вместе. Все, вот наша вторая рогаточка. Галочка, рогаточка. Воздушная петелька. И продолжаем все то же самое. Угу. Если что-то непонятно, перематывайте немножко назад, повторяйте. Угу. Давайте. Довяжите до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Покажу, что делать дальше. Давайте. Итак, смотрите, какая получается красота. Так, вот наши галочки, 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 галочки. И у нас остается последний, кромочный, как и здесь в самом начале. Кромочный столбик. И точно так же здесь. Мы его провязываем обычным столбиком с накидом. 1, 1. Так. Дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же столбик без накида. И повторяем наше вязание. То есть там, где у нас столбики, мы вяжем столбики. 1, 2, 3. Столбики без накида. 4, 5. А потом у нас идет одна воздушная петелька. И мы делаем воздушную петельку. Дальше опять 5 столбиков. Тоже делаем 5 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5. Опять воздушная петелька. И мы делаем воздушную петельку. И так далее провязываем до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы довязали практически до конца наш ряд. Столбики там, где столбики, где воздушные, воздушные, столбики, воздушные, столбики, воздушные, столбики, воздушные столбики. И провязываем последний, да, кромочный столбик, но провязываем его не до конца. Ну, я, по крайней мере, я хочу ввести новый цвет. Можно вводить тот же цвет, то есть первый, да, в моем случае. Можно второй, третий и так далее. То есть как мастер захочет, так он и делает. Итак, ввели. Сильно не затягиваем нашу эту пудровую ниточку. Просто подтянули беленькую, чтобы у нас край не зажулькался. Угу. Дальше по узору у нас тут 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы с вами будем повторять в точности вот этот вот первый ряд беленький с этой галочкой. Итак, накид. Следующий столбик провязываем столбиком с накидом, но не до конца. 2 петельки оставляем на крючке. Дальше 2 накида. Опускаемся к третьему столбику, то есть вот в нашем случае вот этому средненькому столбику. Так, заводим крючок сзади наперед, вытягиваем ниточку, получается рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Раз, два, и тоже провязываем не до конца. Когда на крючке остаются 3 петли, мы их провязываем вместе. Угу. Дальше внимательно смотрим, провязываем 3 столбика с накидом, обычные просто столбики. Раз, 2 и 3. Дальше делаем 2 накида, опускаемся вниз к этому столбику, к нашему, к третьему, да. Опять провязываем рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Раз, два, стоп. И последний наш столбик провязываем столбиком с накидом не до конца. И когда 3 петельки остались, мы их провязываем вместе. Все. Вот у нас еще очередная галочка готова. Дальше воздушная петелька и продолжаем то же самое со следующим столбиком. Провязали не полностью, а потом 2 накида и опять присоединяемся к третьему столбику. Угу. Все. 3 петли вместе провязали. Дальше 3 столбика. Опять внимательно провязали обычными столбиками. Раз, два, 3, 2 накида и зацепились за наш третий столбик, провязали раз, два, 2 петельки оставили, накид и последний наш столбик провязываем тоже не до конца и потом все 3 петельки вместе. Понятно? Не сложно? Давайте провяжем до конца и тут я вас встречу, покажу, что получается. Договорились? Давайте, у вас тоже получится, вы же большие молодцы уже. Давайте. Так, смотрите, что получается. Прикольненько, да? Итак, смотрите, довязываем до конца вот этот вот кромочный столбик наш, полностью столбик с накидом, воздушная петелька, поворот. И продолжаем, как мы вязали столбики без накидов, вот сюда столбик без накида, да? И то же самое продолжаем вязать, как в белом ряду. 5 столбиков, 1 воздушная. 2, 3 столбика без накида, 4, 5 и 1 петелька воздушная. Угу. И так далее. Раз, два, 3, 4, 5 и 1 петелька воздушная. И так далее. Понятно? То есть принцип узора какой? Вначале мы делаем галочку, потом мы возвращаемся столбиками без накида. Потом делаем опять галочку и опять возвращаемся столбиками без накида. И так далее. Давайте вырастим наш узорчик, да, чуть побольше. И потом встречаемся. Договорились? Давайте замерим. Естественно, придумаем, как всегда, название. Да? Давайте встречаемся, черница коридов. Итак, девчат, смотрите, какая прелесть, красота получается. Да? Лицевая сторона. А это изнаночка. То есть сразу видно, да? Класс. Акрил хлопочек. Так. Конечно, он в этом узорчике не сильно тянется. Нам этого не надо. В первую очередь, это что может быть? Топичек, маечка. Это может быть снудик
кардиганчик, кофточка, чехольчик, пледик. Это все что угодно, да? Согласитесь. Цвета можно, естественно, менять. Можно вообще одним сделать. Рельефные вот эти столбики, вот эти вот галочки прикольные, интересные, да? Гляньте. Такой немножечко объемный узорчик. Итак, мы с вами здесь, получается, набирали 31 петельку. И у нас получается 17 сантиметров. Я думаю, прикольно и шикарно. Тут получается, что у нас на каждый цвет, да, идет по 2 ряда. И здесь мы наборный у нас был 3 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну-ка посмотрим. Это получается, ну, полных 10 сантиметров, да, 10 с хвостиком. Класс? Скажите класс. Я жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик, с какими ниточками лучше использовать. Естественно, я надеюсь, что вам очень понравилось. Нажимайте лайк, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. До новых видео. Всем пока-пока.